Всем добрый вечер. Меня зовут Дарья Сучилина, я психолог, психотерапевт, и сегодня представляю проект «Зеленая психология». Сегодня состоялось долгожданное событие. Мы наконец-то пригласили нашу гостью, специалистку по климатической психологии, одну из создательниц Международного альянса климатических психологов Кэролайн Хигман. Кэролайн – лектор в университете Бата в Великобритании, входит в Совет Международного альянса климатических психологов, и также Кэролайн – практикующий психотерапевт и проводит качественные исследования о том, как в настоящее время экотревожность проявляется в основном среди детей и подростков, которые живут в разных странах мира. Сегодня Кэролайн чуть больше расскажет про исследования, которые она проводит. Я буду переводить эту лекцию последовательно и приглашаю всех, кто нас слушает, писать комментарии в чате, задавать вопросы. Мы будем отводить время на вопросы и ответы, так что будем рады, если получится дискуссия. Caroline, you're welcome to start. Thank you so much, and thank you so much for the invitation. Спасибо большое за приглашение. So it's more interesting for you to have slides and not just look at me. Всегда интереснее показывать слайды, а не только на меня смотреть. So I'm going to be talking about climate psychology and eco-anxiety and how we feel about eco-anxiety and what we can do to transform this into an empathy and an action in response to climate change. Сегодня я буду рассказывать о климатической психологии, об экотревожности, о том, как мы можем трансформировать экотревожность в эмпатию и действия, которые необходимы для того, чтобы справляться с климатическими изменениями. And I want to talk about this as a journey from eco-anxiety to empathy to aliveness to engagement. Сегодня приглашаю вас присоединиться со мной в путешествие, в путь, который пролегает от экотревожности к экоэмпатии и оживленности. Because we have a narrative, an argument in the world that eco-anxiety is a bad thing. It's something we need to make smaller. Потому что есть общее представление, нарратив в мире о том, что экотревожность – это что-то плохое, что нужно снижать. But I want to say here this evening, actually, if you're feeling eco-anxiety or fear about the climate crisis, actually, you're only feeling this because you care. And if you care, you should be proud of caring. Но сегодня вечером я вам скажу, что если вы ощущаете тревогу или страх, то это всего лишь признак того, что вам не все равно. И если вам не все равно, то вы можете гордиться тем, что вы заботитесь о том, что происходит. And the other thing to keep in mind is this anxiety about the problems with the environment and the ecological crisis. It's not just about the ecological damage and that we see. It's also that we are fearing that people are not sufficiently acting on this. Когда мы говорим о тревоге по поводу окружающей среды, по поводу климатического кризиса, мы говорим не только о нашем беспокойстве по поводу урона, который уже нанесен окружающей среде, но и говорим о переживаниях по поводу того, что люди, похоже, не способны действовать необходимым образом. So it is healthy. We should feel proud of feeling this. It is uncomfortable, but it's not just anxiety. It's also other feelings of depression and hopelessness and sometimes hope. Поэтому экотревожность – это здоровое явление, которым можно даже и гордиться. Да, это крайне неприятно, но в это понятие входит не только непосредственно тревога, но и другие чувства – депрессия, подавленность, безнадежность, а иногда и надежда. And we evaluate mental health by thinking about how we respond to external reality. Когда мы говорим о ментальном здоровье, психическом здоровье, мы его измеряем, глядя на то, как мы реагируем на внешние опасности и трудности.
And our current external reality in the world is very worrying. So it's healthy to be worried about this, to be anxious. А нынешняя окружающая действительность волнительна, она вызывает беспокойство, поэтому это нормально, что мы можем это беспокойство ощущать, тревожиться. And it's also a global problem, so it's not just a problem located in one country or another. Это глобальная проблема, она касается не отдельных стран. And it's going to be important that we have a global solution. Поэтому так важно, чтобы мы пришли к какому-то глобальному решению этой проблемы. I'm part of a group called the Climate Psychology Alliance, and we're developing groups all over the world in different countries around the world. And our argument is that we need to face these difficult truths. Я отношусь себя к организации, которая называется Альянс климатических психологов. Это международная организация, которая проводит группы, создает сообщества по всему миру. Наш девиз заключается в том, чтобы смотреть напрямую, встречаться лицом к лицу с этими непростыми правдами. We're not just psychologists, we're psychologists, psychiatrists, artists, academics, anyone who's interested in a psychological understanding. В эту организацию входят не только психологи, среди нас есть и психологи, и психотерапевты, и психиатры, и художники, и ученые, все те, кого интересуют психологические последствия климатических изменений. Now, I don't want to upset anybody with this, so I do apologize. I don't want you to be upset about this. But this shows us the scale and the range of the multiple problems that we're facing with COVID and economic problems in the world globally, and climate change and the biodiversity crisis. Не хочу никого расстраивать этой картинкой, представляю, что она может выглядеть пугающей, поэтому прошу прощения, если кого-то эта картинка огорчит, но она показывает масштабы происходящего в мире, когда мы сталкиваемся с ковидом, с экономическими проблемами, с климатическими изменениями и с потерей биоразнообразия по всему миру. Yeah, I promise I do not want to offend anybody, and I'm not making the problems of COVID and the economic problems small. They are important to us as humans. But the climate change and the biodiversity collapse, you can see these problems are getting bigger and bigger. Я не хотела бы никого обидеть. Я не стараюсь этой картинкой преуменьшить значимость пандемии ковида или экономических проблем, но эта картинка показывает, как проблемы разрастаются и разрастаются. I'm always very grateful to Gus Speth, the US advisor on climate change. I'll let you, I'm not going to read this, you read this. It'll save us time. Yeah. Я очень благодарна Гусу Спету, советнику Соединенных Штатов Америки по вопросам климатических изменений, который сказал следующее. Я раньше считал, что ключевые проблемы с окружающей средой – это потеря биоразнообразия, коллапс экосистем и климатические изменения. Я думал, что в течение 30 лет хорошая наука поможет нам обратиться к этим проблемам, но я ошибался. Главная проблема с окружающей средой – это эгоизм, жадность и апатия. И для того, чтобы справиться с этим, нам необходима духовная и культурная трансформация. И мы, ученые, не знаем, как это сделать. And I think today scientists increasingly do know this when we listen to scientists around the climate crisis. But what we need is for a universal understanding and approach so that we're looking at this from a health, psychology, education, economic position with scientists. И ученые сейчас по всему миру это понимают. Если послушать, что говорят ученые на лекциях, конференциях по климатическим изменениям, они понимают, что нам важно обратиться к вызову климатических изменений с позиции здравоохранения, психологии, образования, науки, экономики. Одной только климатической науки мало. With a group of international researchers, I've recently been involved in this research project where we researched, and I'm going to show you the figures at the end, we researched children and young people's beliefs
about climate change and government responses as a global piece of research, looking at distress and how it's joined up with young people perceiving that they have no future. Вместе с группой ученых-исследователей из разных стран мы недавно провели большое исследование, в котором изучали убеждения, которые есть у современных детей и подростков из разных стран по поводу происходящих климатических изменений, изучали беспокойство, которое испытывают дети и подростки по этому поводу. And if we go to that last section, nations, we believe our countries, all of them, need to respond to protect the mental health of children and young people. Говоря о последнем пункте из описания этого исследования, нам важно подчеркнуть, что страны, правительства разных стран обязаны отреагировать на текущую проблему, чтобы защитить психическое здоровье детей и подростков по всему миру. I apologize, I don't have figures for Russia. К сожалению, данных по России пока что нет. But I can give you some UK figures as well as those international figures. So this is the research that's been done recently. 2020 YouGov poll, Friends of the Earth, reported 70% of 18 to 24-year-olds were more worried than the year before. We have teachers seeing high levels of anxiety in students, with 77% of students saying thinking about climate change makes them anxious. And in the UK, the Royal College of Psychiatrists have put advice on their website for parents and carers. Могу предоставить только цифры, которые нам известны, основываясь на данных из Великобритании. Например, недавнее исследование 2020 года показало, что 70% из молодых людей от 18 до 24 лет испытывают более выраженное беспокойство, чем годом ранее, в 2019. А также исследование 2020 года показало, что учителя также отмечают высокие уровни климатической тревожности среди студентов. 77% студентов отмечают, что мысли о климатических изменениях вызывают у них тревогу. В ответ на эти данные Королевский колледж психиатров в 2020 году опубликовал руководство, в котором предлагает советы для родителей и опекунов. And I want to emphasize these children and young people, they're not mentally ill, they are distressed. Хотела бы отдельно подчеркнуть, что эти дети, подростки, молодые люди не больны, у них нет психических расстройств, они находятся в очень сильном дистрессе. This was an interesting survey from last year. So this was of different age groups. And the distress and the concern changes according to the age. So 61% and 60% of under 34-year-olds were very worried. And then it goes down in the middle. And then it comes up again over 55. So in the middle age group were less worried. But the younger age group and the older age group were more worried. Также интересный опрос прошел в 2020 году, который показал, что уровень беспокойства по поводу климатических изменений зависит от возрастных групп. Например, оказалось, что 61-60% людей до 34 лет больше беспокоятся, затем к среднему возрасту эта цифра падает, от 45 до 54 лет люди в меньшей степени беспокоятся, и затем цифры снова возрастают к более пожилому возрасту. Получается, что люди среднего возраста в наименьшей степени беспокоятся, тогда как молодые и пожилые люди в большей степени. I wonder, with this lower figure in the middle, if when you're mid-30s to mid-50s, you're busy trying to feed your children, take care of your work, take care of your house, look after parents, if maybe all of those worries mean that you haven't got as much attention to give to global issues. Когда я задумываюсь о том, с чем связаны такие более низкие показатели у людей среднего возраста, может быть, дело в том, что люди в возрасте от 35 примерно до 55 лет заняты другими вещами, у них есть заботы по воспитанию детей, по заботе о своих пожилых родителях, им нужно зарабатывать деньги, заботиться о доме, и, может быть, у них меньше сил, времени для того, чтобы обращать внимание на более глобальные проблемы.
And also we're thinking, a lot of the research tells us it's not just impact on feelings, but also day-to-day functioning, with this research telling us that, you know, there's problems with how we think, but also how we cope on a daily basis. И дело не только в чувствах, дело в том, как это беспокойство начинает сказываться на нашем повседневном функционировании. И данное исследование, которое здесь процитировано, также начинает нам предоставлять информацию о том, как эти переживания сказываются на выполнении простых повседневных дел. And this is an important figure. Last year, over half of our psychiatrists working with children and adolescents, over half of these psychiatrists were seeing children and young people distressed about the climate crisis and environment. И это очень важная цифра. Больше половины психиатров, которые работают с детьми и подростками, отмечают, что, работая с детьми, они сталкиваются с их тревогой и беспокойством по поводу климатического кризиса. So, why psychology with climate change? Well, it's not just to help people deal with the emotional distress. It's also to use psychology to help us think, why have we not acted on this sooner? Зачем же психология при работе с климатическим кризисом? Во-первых, для того, чтобы объяснить, как мы себя чувствуем в ответ на происходящее. Во-вторых, для того, чтобы ответить на вопрос, почему же мы не начали действовать раньше. And yes, we can have a political, social, economic explanation. Конечно, у нас есть и политические, и социальные, и экономические объяснения. But we also have to think about humans and what we defend. We don't want to look at things that are too difficult. Но еще одно из объяснений заключается в том, что мы люди, мы по природе своей защищаемся, отворачиваемся, не хотим смотреть на те вещи, которые оказываются трудными. It's human nature, right? В этом человеческая природа. I'm the same. So we're using a psychological model that includes the unconscious. So things that we cannot face are pushed into the unconscious out of awareness. Поэтому мы отталкиваемся от психологической модели, которая показывает нам, что все те вещи, которые оказываются для нас трудными, мы вытесняем в область бессознательного. This is a very useful quote, I think, from Paul Hoggart. Do you want to just read it? Очень полезная, как мне кажется, цитата Пола Хоггета. Мы живем в времена, когда трагедия беспрецедентная разворачивается прямо у нас на глазах. Мы становимся свидетелями катастрофических показателей вымирания видов и утраты биоразнообразия. Мы видим, как истощается почва и океан, и как происходят климатические изменения. There's two things here psychologically to think about. One is we are living in this time, and the second is we are witnessing it. Здесь с психологической точки зрения важно отметить два момента. Во-первых, мы живем в это время. Во-вторых, мы являемся свидетелями происходящего. So for us psychologically, it's hard to see something and live in it at the same time. It can be quite confusing. Для нас психологически очень трудно наблюдать за чем-то и одновременно с этим продолжать жить в этом. Это может нас запутывать. We also have to remember that this is connected to the ecological crisis. Мы должны помнить о том, что это связано с экологическим кризисом. And our concern about other animals, creatures, the planet that we share this with. It's not just affecting humans. Важно помнить о том, что все это связано еще и с другими существами, населяющими нашу планету. Это влияет не только на нас, на людей, но и на животных, на все другие живые существа. I always want to mention this guy. This is the bramble key melemy, and he's the first mammal to become extinct because of human-caused climate change. Мне хотелось бы особенно обратить внимание на вот этого чудесного зверька. Он, к сожалению, был первым, кто вымер в результате человеческой деятельности. And it's because he lived here on a low key and low island off the coast of Australia.
and it's underwater now. Дело в том, что этот вид был уникальным для вот этого маленького острова, который находится недалеко от Австралии. Сейчас этот остров уже находится под водой. But humanity needs to be careful because, okay, we can live without him. Человечеству важно быть осторожным. Окей, мы можем прожить без него. But this will increase with the increasing ecological crisis. So we have to be thoughtful about where this will stop for us. Но масштаб проблемы будет увеличиваться по мере того, как экологический кризис будет развиваться. Поэтому нам надо понять, каков наш предел. Because we need a strong biodiversity. Нам нужно биоразнообразие. So how are people responding emotionally to eco-anxiety? Well, all of these, eco-anxiety, grief, nostalgia, hope, hopelessness, all of these, but not all together on the same Friday. Как именно эмоционально мы реагируем и как когнитивно реагируем? В понятие экотревожность входят разные чувства, и тревога, и горе, и ностальгия, и надежда, и безнадежность, и гнев, и вина, и фрустрация. Все эти чувства, но, конечно же, они могут проявляться не одновременно в один и тот же вечер пятницы. These are healthy responses, but not all together. So what we do is we cycle through these feelings over and over. Все эти реакции являются здоровыми, и мы испытываем их не одновременно, переключаемся по кругу от одних чувств к другим снова и снова. And it is important that we do feel hope, but it's also important that we don't deny that sometimes we will feel hopeless. Очень важно, чтобы мы ощущали надежду, но в равной степени важно, чтобы мы при этом не отрицали, что время от времени чувствуем безнадежность. So if we put this onto a spectrum, at one end, we have the worst feelings of apocalyptic thinking, it's hopeless. Если мы себе представим спектр, на одном конце которого находятся апокалиптические переживания и полная безнадежность. And at the other opposite end, we have naive optimism. It's okay. Technology will save us. А на другом конце этого спектра наивный оптимизм. Да все в порядке, технологии нас спасут. Neither of these are perfectly accurate. Никакой из этих полюсов не является точным. Psychologically, both of these are an attempt for the ego to get back control. С психологической точки зрения и тот, и другой полюс являются попытками эго восстановить свой контроль. Because human beings do not like to feel vulnerable, and we do not like to feel out of control. Потому что людям не нравится чувствовать себя уязвимыми, не нравится ощущать потерю контроля. The reality is in the middle of these two. The reality is things are very bad, and there is so much we can still do. Реальность находится где-то посередине этого спектра. Реальность заключается в том, что все правда очень плохо, и реальность заключается в том, что есть очень много того, что мы можем сделать. One way to think about this is radical hope, that not naive hope of being rescued, but a radical hope, which requires courage. Один из возможных ответов на эту проблему является радикальная надежда. Не наивная надежда на то, что нас кто-нибудь спасет, а радикальная надежда, которая требует от нас самих храбрости. So the anxiety is very much linked to read this first paragraph, that we will take enough action in time to reduce the worst effects. Экотревожность связана с тем, что мы живем в ужасной неопределенности по поводу того, удастся ли нам предпринять необходимые, устойчивые, эффективные действия вовремя, чтобы снизить степень распространения более тяжелых последствий, которые уже сейчас происходят по всему миру. And if globally, if the whole world was taking action, we would reduce this anxiety. Если бы по всему миру мы бы могли вместе предпринимать необходимые действия, то это бы и снизило эту тревогу.
Also, when we're talking about eco-anxiety, there's different levels. So it goes from very mild, which a lot of people feel, and there we can respond to reassurance. It's going to be all right. Когда мы говорим об экотревожности, важно понимать, что она бывает разной степени выраженности. Начинается с мягкой, слабой, которую испытывают многие люди. И на этом уровне бывает достаточно простого утешения. Все будет в порядке. And then medium, where we make more changes in our lifestyle. Средняя степень экотревожности, когда мы начинаем производить больше изменений в своем образе жизни. Then it becomes more significant, where we have less defenses and we feel more distress. Более значимый уровень тревоги характеризуется тем, что мы чувствуем, что у нас меньше остается защит, которые бы давали нам чувство уверенности, и мы больше подвержены дистрессу и беспокойству. And then the severe impact. Now there is less people being affected in this way, but there is still a number of people being affected this way, where you can have difficulty sleeping, suicidal thoughts, unable to go to work. И, конечно, есть и тяжелые случаи экотревожности. Немногие люди, но достаточное количество людей по всему миру подвержены тяжелым формам экотревожности, при которых могут начаться нарушения сна, могут появляться суицидальные мысли. И такой уровень тревожности может мешать повседневному функционированию. And at this end, of course, people will need much more support at this end with a professional. Конечно же, на этом уровне людям потребуется гораздо больше поддержки и профессиональной помощи. So you may be listening to me thinking, well, okay, but depression and anxiety are not very nice to feel. Вы можете слушать меня и думать, ну ладно, но все равно же депрессию и тревогу не очень-то приятно переживать. But I want to show you how we can turn the depression and the anxiety into a passion and a commitment for action. Но мне хотелось бы показать, как мы можем эту тревогу и депрессию постепенно трансформировать, превратить ее в отвагу и готовность действовать. So you can follow the curve down from the anxiety, feeling fear, feeling maybe guilty, and then we reach the depression at the bottom. Сначала мы движемся по этой дуге, чувствуя тревогу, некоторые подъемы, но иногда поддаемся страху, чувствуем угрозу от всего происходящего, подвержены чувству вины, и на нижнем краю этой диаграммы можем даже столкнуться с депрессией. But then we can move from the depression to this acceptance, and this is not a soft acceptance, this is a determination. Но постепенно из этого положения мы можем двигаться дальше и постепенно прийти к принятию. Это не мягкое принятие, не смирение, это целенаправленное действие, готовность. And what helps us make this move is this sadness and grief that really we've made some big mistakes when it comes to the environment. То, что помогает сделать этот переход, это искреннее осознание грусти и горя по поводу того, что мы действительно не совершили необходимых действий, чтобы помочь окружающей среде. And then if you look on the far right-hand side, you can see we're moving forwards, but we're moving forward psychologically at a higher level than when we went in. Мы можем двигаться дальше, как вы видите на этой диаграмме, с большей степенью. Мы становимся все более готовыми для того, чтобы действовать. So this cycle helps us to build an emotional resilience. Этот цикл помогает нам развивать собственную психологическую жизнестойкость, выносливость. We develop emotional intelligence and resilience by sometimes failing, and then we get back up and we try again. Наша психологическая выносливость развивается за счет того, что иногда мы сталкиваемся с ошибками, но затем осознаем, что были неправы, встаем на ноги и движемся дальше. Because dealing with a global problem like the climate crisis, we will often fail. Потому что когда мы справляемся с настолько масштабной и глобальной проблемой, как климатический кризис, мы неизбежно столкнемся с неудачами. And then we have to go and try again. So we need that courage and determination to keep getting back up and trying more.
А затем мы снова столкнемся с неудачами, и это нормально, но нам понадобится отвага и силы для того, чтобы продолжить этот путь, снова встать на ноги и делать еще больше. So this is what young people are often telling me in my research and my psychotherapy. Do you just read 2 or 3 of these, yeah? Вот что мне говорят те молодые люди, дети, подростки, которые участвуют в моих исследованиях или с которыми я работаю в психотерапии. Вот их темы, которыми они делятся: привязанность к планете и природе, гнев, ясное видение, целеустремленность, забота о будущих поколениях, возможность слышать друг друга, эмпатия, сострадание, воплощенность нашей уязвимости. Вот некоторые примеры. And this is what the adults are often telling us. А вот что обычно говорят взрослые. Они говорят о вине и стыде, необходимости извиняться, неспособности выдержать боль своих детей, о желании защитить своих детей, о страхе их напугать этой информацией. Они говорят о том, что дистресс у молодых людей становится хуже, если родители не поддерживают их. Вот примеры того, о чем говорят взрослые. Yeah. But we're also seeing many couples, marriages, where there is a struggle because one person is more concerned than the other. And there is arguments about flying and decisions about activism. Кроме того, мы часто встречаемся с парами, среди которых бывают такие, где один из супругов в большей степени беспокоится, чем другой, и на эту тему происходят споры, недопонимания, и отношения портятся из-за того, что кто-то один в большей степени беспокоится, чем другой. And there is some good news. These are the mature psychological defenses that we can use that will help us to build this resilience. Хорошая новость в том, что у нас есть и здоровые формы психологических защит, которые помогают нам становиться взрослее и справляться с этими вызовами. Принятие, альтруизм, предвосхищение, отвага, эмоциональная саморегуляция, эмоциональная самодостаточность, прощение, благодарность, смирение, юмор, идентичность, осознанность, скромность, терпение, уважение, подавление немедленного вознаграждения, терпимость и саморефлексия. So these are the psychosocial solutions where we face our denial, we deal with the fact that we're human, so we're sometimes irrational. Select what you think is best to read, yeah? Более здоровыми являются такие пути, которые позволяют нам смело смотреть на природу человека. Нам важно признать нашу склонность к отрицанию. Мы можем договариваться со своей иррациональностью, признавать, что мы не всегда принимаем здравые решения. Мы можем опуститься глубже в исследовании наших чувств, не оставаться исключительно на поверхности. Мы можем давать место чувствам, даже принимая какие-то технические решения. Мы можем конфронтировать, бросать вызов собственной нарциссической привилегированности, которая якобы дает нам какие-то дополнительные права. Мы можем сравнивать потребности со своими желаниями. Мы можем горевать по поводу того, что мы сделали и что потеряли. Мы можем понимать и противодействовать своей апатии реалистичными способами. Мы можем отказываться от старых привычных образов жизни и от наших старых защитных скорлупок, под которыми мы прятались до этого. Мы можем исследовать, понимать и исцелять собственные отношения с миром природы и вселять друг в друга радикальную надежду. The needs versus wants is very interesting because it's a way of starting to have difficult conversations with other people about climate change. Особенно интересно сравнить потребности и желания, насколько они соотносятся, потому что именно с этого часто начинаются разговоры о том, как люди могут действовать перед лицом климатических изменений. So somebody will say, well, I want to fly, I want to keep eating meat, I want this, I want that. Иногда бывает, что
люди начинают говорить о своих желаниях и могут говорить о том, что я все равно хочу летать на самолетах, я все равно хочу есть мясо, я не готов отказываться от привычного образа жизни. But increasingly, we have to ask, you want to, but do you need to make the difference between these two? Но нам важно систематически задавать вопрос, вы хотите это делать или вам нужно это делать? И раз за разом нам важно подчеркивать, в чем же отличие. So then we are, by going through this psychological process, there is this opportunity to turn the anxiety into understanding, empathy, compassion, courage, community, eco-awareness, eco-connection, belonging, meaning, care, and aliveness. Если мы перестраиваем наше понимание природы экотревожности, то мы говорим уже совсем о других вещах. Мы говорим об экопонимании, экоэмпатии, экосострадании, экоотважности, экосообществе, экоосознанности, экосвязанности, экопринадлежности, экосмыслах, экозаботе и экожизни. Because the truth is, living fully in the world means we will be anxious because we're vulnerable human beings. Правда заключается в том, что для того, чтобы жить в этом мире полноценной жизнью, нам придется сталкиваться с тревогой, которая является частью того, что мы называем уязвимой человеческой природой. So let's talk about the large research we did. This was 10,000 children and young people aged 16 to 25 in these countries: Australia, Brazil, Finland, France, India, Nigeria, Philippines, Portugal, UK, US. Чуть-чуть больше расскажу о большом исследовании, которое мы провели, в котором приняли участие 10 тысяч детей и подростков в возрасте от 16 до 25 лет из Австралии, Бразилии, Финляндии, Франции, Индии, Нигерии, Филиппин, Португалии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. So this was 1,000 children, young people in each country. По 1000 детей и подростков из каждой из этих стран. We wanted a range of countries, some of whom are facing immediate effects of climate change now, and for others, it's less at the moment. Нам важно было выбрать страны таким образом, чтобы среди них были и те, которые уже прямо сейчас сталкиваются с непосредственными последствиями климатических изменений, и те, где эффекты эти наблюдаются пока что в меньшей степени. And we found in this 10,000, 8 out of 10 children and young people, including the UK, worry that climate change is threatening people and the planet. В этом исследовании мы обнаружили, что среди этих 10 тысяч детей и подростков 8 из 10 по всему миру, включая Великобританию, волнуются по поводу того, что климатические изменения представляют реальную угрозу людям и планете. Which is a high figure. Это высокий показатель. And 45% reported a negative impact on their daily functioning: eating, going to work, going to school, playing, having fun, sleeping. 45% из опрошенных отметили, что испытывают негативное влияние этих переживаний на повседневное функционирование, на то, как они едят, как могут сосредоточиться, как учатся, как ведут себя на работе или в школе, на то, как устроен их сон и режим дня, на их способность играть, получать удовольствие, общаться. And this, you can see the graphs for all the countries, and you can see particularly the impact on daily functioning for India and the Philippines is 74%. So this is very high. И вы видите синим отмеченные показатели того, насколько это беспокойство влияет на повседневное функционирование. И вы видите, что показатели у Индии и Филиппин особенно высокие. And at the opposite end, you have the US and the UK, 28, 26, and Finland, 31. На другом конце мы видим Великобританию 28%, США 26% и Финляндию 31%.
So these were the worldwide results of feelings. How does climate change make you feel? And you can see the strongest results were 67% sad, 67% afraid, 62% anxious. Здесь на этом графике изображено, какие чувства отмечали опрошенные по всему миру. Мы видим, что 67% отмечают грусть, 67% отмечают страх, 62% говорят о тревоге. But we didn't just ask about emotion, we also asked about thinking. Мы спрашивали не только об эмоциях, но еще и о мыслях. So I'm going to give you some of the figures here. And we found over half, 55% worldwide, which was 53% in the UK, think that they won't have access to the same opportunities their parents had. Мы спрашивали об убеждениях, которые есть у этих детей, и больше половины, 55% по всему миру, 53% в Великобритании, отметили, что считают, что у них не будет тех же возможностей, доступа к тем же возможностям, которые были у их родителей. Over half, 52% worldwide, only 39% in the UK, think their family's security will be threatened. 52% по всему миру, больше половины, хотя в Великобритании только 39%, считают, что их безопасность их семей под угрозой. And it's lower really in the UK at the moment because the UK, the United Kingdom, is not facing the worst impact of climate change at the moment. Показатель Великобритании значительно ниже, чем по всему миру, потому что Великобритания сейчас в меньшей степени переживает на себе непосредственные последствия климатических изменений. However, 8 out of 10, this is 83% worldwide, 80% UK, think that people have failed to take care of the planet. Тем не менее, 8 из 10, 83% по всему миру, 80% в Великобритании, 92% детей с Филиппин считают, что люди столкнулись с неудачей, провалили задачу заботы о планете. And you can see that figure for the Philippines is just so awful. И тот показатель, который присущ Филиппинам, действительно ужасает. 3/4 of these children and young people or more think that the future is frightening. 75% worldwide, 73% UK, 70% Nigeria, 92% Philippines. 3/4 или более считают, что будущее пугает. 75% согласились с этим утверждением по всему миру, 73% в Великобритании, 70% в Нигерии и 92% на Филиппинах. It's awful, isn't it? The number for the Philippines. Цифра для Филиппин по-прежнему очень пугает. And then it just gets worse, I'm afraid. Over half think that humanity is doomed, that humanity has no future. 56% worldwide, 51% UK, 42% Nigeria, 73% Philippines. Дальше, боюсь, становится только хуже. С убеждением о том, что человечество обречено, согласились 56% опрошенных по всему миру, 51% в Великобритании, 42% в Нигерии, 73% на Филиппинах. Worse than this for me, this is bad, but I think it gets worse. Это само по себе плохо, но может быть еще хуже. I'm sorry, Helena. So children and young people told us that they have been dismissed or ignored by other people when they try to talk about climate change. Worldwide in the UK, 48%, Nigeria, 66%, the Philippines, 51%. Для меня гораздо более ужасным кажется то, что дети и молодые люди, которые попытались поговорить с другими людьми о климатических изменениях, столкнулись с пренебрежением, игнорированием, обесцениванием. 48% отметили, что сталкивались с таким опытом по всему миру и в Великобритании, 66% в Нигерии, 51% на Филиппинах. And this we could change tomorrow. И это
talking with children and young people about this. Это то, что мы могли бы изменить уже завтра, больше разговаривая с детьми и подростками об этом. So then we asked about beliefs about government responses, and this is the children telling us in the United Kingdom about the UK government responses. А затем мы стали спрашивать про то, как относятся дети и подростки к действиям правительств в разных странах. И здесь представлены ответы Великобритании. And we found 65% thought that the UK government was failing young people, and 61% think the government is lying about the actions they're taking on climate change. Оказалось, что среди опрошенных в Великобритании 65% считают, что правительство подводит молодое поколение, 61% отмечает, что правительство врет по поводу того, какие действия они предпринимают по отношению к климатическим изменениям. And if you look at the other end, for example, only 32% think that the government is acting enough according to science. Если посмотреть на другой конец, то только 32% считают, что правительство действует в соответствии с научными исследованиями. And only 28% think they can trust their government. Только 28% опрошенных отметили, что могут доверять правительствам. So what we are seeing is a loss of trust and faith in governments to take action to protect young people. То, что мы видим, это утрата доверия, утрата веры в то, что правительства могут позаботиться об интересах детей и молодого поколения. So what they're reporting is that the young people feel abandoned, they feel afraid, they feel angry, they feel belittled, that we are not validating how they feel. Многие дети и подростки отмечают, что чувствуют себя преданными своими правительствами по всему миру, и в частности в Великобритании тоже. Они чувствуют себя брошенными, напуганными, рассерженными, пристыженными и обесцененными, как будто их страдания остаются неувиденными, непризнанными. And there is some hope. Young people can feel reassured, protected, valued, hopeful by us talking with them about this. Но есть и надежда на то, что молодые люди могут чувствовать себя обнадеженными, защищенными, ценными, значимыми, могут чувствовать надежду, если мы разговариваем с ними о происходящем. And I don't think it's just children and young people. I think we need to be having these conversations for our sake too. И дело касается не только детей и подростков. Мне кажется, что нам, взрослым, тоже необходимо обсуждать это между собой. This is the group of researchers who are involved from 6 different universities in the United States, in Canada, in Finland, and the UK. We had psychiatrists, clinical psychologists, psychotherapists, and ecologists. Вот группа ученых, которая принимала участие в этом исследовании, 6 университетов из Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Германии. Среди нас были психологи, психиатры, ученые, экологи. And we are linking this to the arguments around climate justice and moral injury. And at the moment, there are 6 children and young people from Portugal who are taking 33 European governments to court in the European Court of Human Rights. Мы также увязываем эти переживания с темой климатической справедливости и морального ущерба. В данный момент 6 детей и подростков и взрослых из Португалии обратились в Европейский суд по правам человека с жалобами на правительство 33 стран. So this is this connection with the idea that by not taking enough action on climate change, we are hurting children and young people through this moral injury. We're not doing the right thing to protect them. Идея заключается в том, что бездействие взрослых, отсутствие необходимых решений проблемы
приносит моральный вред детям, мы таким образом причиняем им урон, ущерб. To deal with climate change, we have to make some trouble. We have to challenge old ways of doing things, and we have to also work cooperatively. Для того, чтобы помочь им с этой тревогой, с этим беспокойством, нам важно самим беспокоиться чуть больше, больше действовать и, главное, объединять свои усилия. Because underneath all of this is this realization for us today as psychologists that we cannot study people or cure people separately. We can only do this now in connection with the planet. Основная идея заключается в том, что мы не можем исцелить сами себя, мы не можем делать это поодиночке, мы можем это делать только сообща, поскольку все мы объединены тем, что живем на этой планете. Okay. And that's the slideshow. There. One wonderful translation. It's well done. Thank you. It's quite a lot of work for you, but thank you. Thank you too. It was lovely. While we're waiting for the questions, might I ask as well? Please do. Yeah. Я напоминаю, что вы можете в чате под этим видео оставлять свои комментарии и задать вопросы. Мы сейчас переходим к блоку ответов на интересующие вас вопросы. Пока вопрос задам я. Больше всего вопросов обычно возникает на тему того, что же мы можем сделать, как мы можем помочь близким и самим себе при столкновении с экотревожностью, какие есть техники, инструменты. So probably the most common question that I come across and that I ask myself is what we actually can do. How can we help ourselves and the people around us? What are the techniques, interventions, instruments that we can use to help with eco-anxiety? Yeah, absolutely. So maybe half my psychotherapy practice now is working with young people and adults to deal with this crisis. Сейчас примерно половина моей практики, примерно половина подростков и взрослых, с которыми я работаю как психотерапевт, это клиенты, которые обращаются как раз с запросами, связанными с экотревожностью. And first we have to contain feelings, but we cannot control them or deny them. Для начала нам приходится контейнировать, собирать эти чувства, но мы не можем их подавить или отрицать. The next thing I acknowledge is this is an existential problem and it is a global problem. So this will be the biggest thing that humanity has ever had to face. Следующим шагом я обычно подчеркиваю, признаю тот факт, что это крайне сложная экзистенциальная проблема, которая приняла масштабы глобальной, и это будет самая трудная задача, с которой предстоит столкнуться человечеству. Because by acknowledging that, I think we are recognizing that we don't have all the answers, but we are working together to try and find out the answers, because this is very new. Признавая это, я стараюсь подчеркнуть, что это естественно, что нам так сложно справиться с этой проблемой. Мы только сейчас исследуем эту новую задачу, такого не было никогда раньше. The next thing I would want to acknowledge is much of what I've said tonight, that all of these feelings make perfect sense. So we need to have this broad understanding of how this feels. Следующее, что я обычно рассказываю, что стараюсь признать вместе с клиентами, это то, что рассказывала сегодня здесь. Мы стараемся признать, что все эти чувства нормальные, что они являются реакцией на эту широкую картинку происходящего. Traditionally, we think if somebody is anxious or depressed, that we should fix those feelings, we should deal with those feelings. Традиционно мы привыкли думать о том, что если к нам обращается человек с депрессией или тревожностью, нам надо каким-то образом исправить ситуацию, помочь человеку перестать это чувствовать. But this is different. Но здесь ситуация другая. I was
talking in the Philippines a month ago at a webinar, and they asked the perfect question at the beginning, and they said, is it okay to not be okay in response to the climate crisis? Мне вспоминается, как примерно месяц назад я проводила вебинар для филиппинской аудитории, и первый вопрос, который мне задали, нормально ли это чувствовать себя ненормально на фоне всего происходящего? And we all said, oh, yes, yes, yeah. И все мы признали, что да, конечно. So we have to learn to navigate and be okay in the world and not be okay at the same time. Так что всем нам приходится учиться каким-то образом продолжать плыть в этом, находиться, ориентироваться в этой реальности, где одновременно важно нормально справляться с миром и в то же время чувствовать, что это нормально быть ненормальными, чувствовать себя ненормально на фоне происходящего. So I talk a lot with people about teaching them how to talk to themselves, to self-talk, positive self-talk, reassure themselves that it's okay, whatever they're feeling is okay. Я очень много уделяю времени тому, чтобы помогать людям научиться по-новому разговаривать с самими собой. Мы осваиваем позитивные обращения к самим себе, навыки валидации, когда мы подчеркиваем, это нормально, чувствовать то, что ты чувствуешь, с тобой все в порядке. And do not attach yourself to the apocalyptic, catastrophizing, it's all over, it's impossible. Do not attach to this. И важно не привязываться к этому апокалиптическому, катастрофическому представлению о том, что будет дальше. Все уже кончено, надежды нет. Крайне важно не привязываться к этому крепко. But equally, do not attach to the fairy story that everything will be okay. В то же время важно не привязываться к этой сказочной истории о том, что все будет хорошо. You know how we tell fairy stories to children to make them go to sleep at night. Just don't tell yourself fairy stories, you know? Мы рассказываем детям сказки на ночь для того, чтобы помочь им заснуть. Вот не стоит себе рассказывать эти сказки. No, so we have to learn to navigate both being okay and not okay at the same time, which helps us to develop wisdom and maturity. But the key thing here is do not do this on your own. Do this with a group. Do this with a community, so you're not isolated. Нам приходится ориентироваться, учиться чувствовать себя одновременно в порядке и не в порядке. Это сложные правды, с которыми приходится сталкиваться. Но самое главное в том, чтобы не делать это в одиночку. Самое главное – это проходить через этот процесс, обучаться этим чувствам в группе, в сообществе. And for me, I have to become a little bit philosophical and say to myself, this is an interesting time to be alive. I don't like this, but it is what we've got, so I need to say yes to this. Мне помогает философский взгляд на происходящее. Я понимаю, что это то время, в котором мы живем, и это время интересное. Да, меня беспокоит все то, что происходит, но я должна смотреть смело на происходящее, поэтому мне приходится просто говорить «да» всему, что я вижу. And I think then when we can listen to each other and support each other with empathy. И затем, как мне кажется, когда мы получаем возможность слышать друг друга с эмпатией, this can make us at least feel connected and supported and understood. Хотя бы это поможет нам почувствовать себя связанными с другими людьми, почувствовать поддержку, понимание. So that's the emotional side of things. Это эмоциональная сторона вопроса. But we also need to do practical action as well. Но нам важно не забывать и о практичных действиях.
So we need the emotional, but we need the practical. So we need to focus on good environmental life, living, recycling, campaigning on air quality, on pollution, on supporting others who are taking action. Нам важен эмоциональный компонент, но в равной степени важно не забывать и о практичных действиях тоже. Нам важно думать, как перестраиваться на экологичный образ жизни, как мы можем заниматься сортировкой отходов, как мы можем устраивать кампании по отслеживанию качества воздуха, как мы можем бороться с загрязнением, чтобы поддерживать и других людей тоже в необходимых практичных действиях. And remember, this is a global community, and of course, all of our meetings are now on Zoom. So you can go to meetings, you can talk with people who are all over the world, and at least then you're part of that global community. Кроме того, важно помнить о том, что по всему миру сейчас развивается это огромное сообщество. Все наши встречи сейчас происходят онлайн, в Zoom, и все мы можем встретиться, поддержать друг друга и почувствовать принадлежность к этому международному сообществу заинтересованных людей. Alongside this, I think anything that you can use that will make you feel that there is meaning in the world. We need to have meaning in our lives. Полезным будет все, что будет напоминать вам о смысле, о том, зачем вы это делаете, о значимости того мира, в котором мы живем. So for me, I have meaning in doing the work with children and young people and talking with you. Для меня, например, смысл заключается в работе с детьми и с подростками, и также для меня смысл заключается в разговоре с вами. Yeah, so that, makes me feel better. Это то, что помогает мне чувствовать себя лучше. And then I also think, well, I also speak a lot with children around the world, and when I listen to them, when I listen to what the children in the Maldives, Nigeria, Bangladesh are telling me, then I also need to have some gratitude for the life that I'm able to live. Кроме того, я очень много сейчас разговариваю с детьми по всему миру, и когда я общаюсь с детьми и подростками из Мальдив, из Нигерии, из Бангладеша, я испытываю огромную благодарность за то, что у меня есть такая возможность. Do you think I'm answering your question? Yes, I suppose so. Thank you. Yeah. It's very difficult because there is not a simple thing we can do, but it's more of a philosophy, more of a approach to life, more about accepting that you have to stretch your heart to make space for things that we may not want, but they are here. So we have to find a way to be okay with that in our hearts. К сожалению, нет какой-то одной простой вещи, которую мы могли бы сделать для того, чтобы справляться с экотревожностью. Все равно требуется перестройка взглядов, требуется философский подход, поскольку мы сталкиваемся с очень сложными вещами. Нам важно научиться, как растягивать свое сердце, чтобы оно становилось настолько просторным, чтобы вмещало в себя все эти переживания и осознание происходящего. Thank you. There's also a question in the chat. If we meet a person who is not eco-anxious, should we lead that person to experience it? And how can we do this ethically? On the one hand, if everyone's worried, we can change more. On the other hand, it's as if we implore certain feelings on another person, make them feel a certain way. Yeah. It's a good question. So 10 years ago, I would say leave them. Очень хороший вопрос о том, стоит ли нам вызывать экотревожность у людей, насколько это этично и как это делать. 10 лет назад я бы ответила, что надо оставить этих людей в покое. But not today. Но не сегодня. No. 10 years ago, leave them. Today, no. Today we need people to wake up. 10 лет назад можно было бы оставить этих людей в покое, но сегодня нам нужно, чтобы люди просыпались. But you don't have to wake them up by terrifying them. Но их не обязательно будить, пугая их до смерти.
Maybe if you don't want to be friends with them any longer, but yeah. Только если вы хотите перестать с ними дружить. So I talk about throwing messages over the wall. You know, when people are defended, they have a wall, yeah, and I throw a message over the wall. Я обычно это описываю метафорой бросать сообщение через стену. Когда люди защищаются, это как будто бы стена, которую они выстраивают, а я периодически через эту стену перебрасываю им сообщения. I will say something like, oh, you know, this climate change is very worrying, isn't it? And I'll just say, you know, there's the ice melting and the polar bears and, you know. Anyway, what do you want for dinner? Иногда я говорю что-нибудь вроде, ну да, знаешь, эти климатические изменения, они так беспокоят, не правда ли, все это таяние ледников, парниковые газы, да, ну что будем на ужин? And you do this repeatedly, over and over and over. Small, drop it in, drop it in, drop it in. Wake up, wake up. И важно это делать регулярно, систематически, по капле, снова и снова по чуть-чуть. It depends how much you want to stay friends with them, but also I would use some of the research evidence, say from the research that we've just done with, you know, 8 out of 10 children are, you know, worried about climate change. I would just give them that statistic to say, what do you think of this? Кроме того, я часто делюсь с людьми результатами научных исследований, иногда привожу какие-то факты и цифры, например, из того исследования, которое мы недавно провели о беспокойстве детей и подростков. Могу сказать, ну вот смотри, по всему миру 8 из 10 подростков очень обеспокоены будущим планеты. Что ты про это думаешь? And I understand the dilemma about not wanting to impose our thinking on someone. Я очень понимаю эту дилемму, нежелание навязывать переживания другим. But think of it a different way today. Но сегодня можно об этом думать иначе. Maybe in waking them up, you are saving them from terrible distress in 5 years' time where they wake up in a big shock. Может быть, помогая им пробудиться сегодня, вы их спасаете от того катастрофического невыносимого шока, с которым они столкнутся через 5 лет, осознав масштаб происходящего. It's terrible, right? We really want more people to wake up gradually and not all in one year. That would be a bit scary. Нам важно, чтобы все больше людей пробуждались постепенно, а не все резко скопом в один и тот же год. I was working with a group of parents talking about this. Я однажды работала с группой родителей, которые об этом разговаривали. Because, you know, traditionally parents want to protect their children from frightening things. Обычно родители хотят изо всех сил защитить своих детей от пугающих вещей. And what these parents decided was that to be a good parent today, they needed to tell their children these difficult things. Эти родители в группе пришли к решению о том, что в настоящее время для того, чтобы быть хорошим родителем, важно об этом разговаривать с детьми. And not leave them in the dark. Не оставлять детей в неведении. But gently. So talking with young children, I don't talk about the problems affecting people. I talk about the problems affecting animals. Например, когда я разговариваю с совсем маленькими детьми об этом, я обычно не говорю о проблемах, которые касаются, которые влияют на людей. Обычно я говорю о проблемах, которые влияют на животных. So they can start to think about it, but not as it affects them personally, but as it affects polar bears, as it affects whales in the ocean. Чтобы дети вообще начали задумываться о том, как это влияет, но как это влияет не лично на них самих, а как это влияет на белых медведей или китов в море. If we don't start to talk to children more, we really are abandoning them and not giving them the information they need to start to develop the knowledge to deal with their futures. Когда мы отказываемся от разговоров с ними, мы тем самым бросаем их, не даем им той информации, которая им будет необходима для того, чтобы справляться с трудностями в будущем.
But back to your good question, I would give people knowledge, but I wouldn't, of course, dictate how they should feel and how they should react. Поэтому, возвращаясь к вашему отличному вопросу, я бы предлагала делиться с людьми знаниями, но не обязывать этих людей чувствовать себя определенным образом по этому поводу. And if they just defend more, there's nothing you can do, just leave it, wait. Но если в ответ человек начинает еще больше защищаться, то с этим мало что можно поделать, поэтому здесь можно просто оставить этот разговор на время и ждать. But in my experience with talking with people about climate change for 10 years now, in my experience, it's like any new growth, new seed. You plant it underground and then you don't see anything happening, and then you see little shoots. So a lot of the thinking takes place out of sight, underground. So anything you say that will just get something in, then wait, because it will grow. Я уже около 10 лет разговариваю с людьми о климатических изменениях, и за это время я заметила, что этот процесс очень похож на проращивание семян. Когда мы сажаем семена в почву, мы долгое время не видим никаких изменений, как будто бы ничего не происходит, а спустя какое-то время появляются ростки. Также и здесь большая часть обдумываний, размышлений происходит незаметно для нас, и если мы расскажем людям что-то, что может в дальнейшем прорасти, то последствия могут проявиться позже. You have to be careful, excuse me, with shame and guilt. You don't want to make people feel ashamed or guilty because they're not taking enough action, but you do need to, tweak their conscience. Особенно осторожными стоит быть в отношении чувства стыда и вины. Очень важно не заставлять людей стыдиться и чувствовать себя виноватыми за то, что они недостаточно делают, но важно предоставить достаточно информации. And a little bit of humor, I think, helps. Мне кажется, здесь чувство юмора помогает. Yeah, I think the English humor and the Russian humor can be very similar. We can laugh at difficult things, right? В этом смысле английский и русский юмор бывают похожи в том, что мы можем смеяться над очень сложными вещами. And a lot of empathy. We're none of us perfect. I researched this area and I was driving a terrible car until last year. It was embarrassing. So, we're none of us perfect. We're all taking small steps and they all have to be appreciated. И самое главное, что нам необходимо проявлять эмпатию и взаимопонимание. Никто из нас не идеален. Я, например, до прошлого года на ужасной машине ездила, и это те шаги, которые я не могла пока предпринять, но каждый из нас старается по-своему, и никто из нас не идеален в том, как мы действуем. And people, when you trigger the defenses, they say, but what about China? What about here or here? And it's just because people are scared. Часто люди, когда начинают защищаться в ответ на такие разговоры, они могут разбрасываться обвинениями, а как же Китай, а как же вот эта страна, вот эта страна. Это является признаком того, насколько люди бывают напуганы в ответ на такие разговоры. Is there any more questions coming in? Do we have time for one more? Yeah, of course. Yeah. How do we work with parents and specialists who don't believe in climate change and don't support children in their experiences? And how do we talk to them so that the parents and carers understand the importance of the things that children experience? Yeah. This is what's so interesting. When you say, don't believe in climate change, yeah? Есть вопрос в чате о том, как работать с родителями-специалистами, которые не верят в климатические изменения. Сама эта фраза интересная, да, не верят в климатические изменения. So I'm going to give you a joking answer first, and then a serious answer second. Я сначала отвечу шуткой, а потом продолжу уже более серьезным ответом. So when people say they don't believe in climate change today, this is a bit like saying, I don't believe in oxygen. I don't believe
in trees. I don't believe the earth is round. Когда люди в наши времена отвечают, что не верят в климатические изменения, это все равно, что сказать: я не верю в кислород, или я не верю в деревья, я не верю в существование планеты. But I understand your question, so I'll give you a serious answer. But when people don't believe in climate change, you know, there is no doubt we have 99% of scientists around the world in agreement here now. Я шучу, конечно, понимаю ваш вопрос, и, конечно, трудно поверить в то, что люди до сих пор могут не верить в климатические изменения, когда 99% ученых по всему миру единогласны по этому поводу. So I would potentially, it depends on the relationship, but potentially I would change their question and I would say they don't want to believe in climate change. Поэтому я бы предложила немножко переформулировать ваш вопрос и поговорить о том, что бывают люди, которые не хотят верить в климатические изменения. And I will say that to people. I would say, I don't want to believe in it either. I wish it wasn't happening, but it is. Поэтому я часто отвечаю таким людям: я тоже не хочу в это верить. Я бы тоже предпочла, чтобы этого не происходило на самом деле, но это так. And depending on how much you want to offend them or be nice to them, I would also say it's perfectly understandable to be frightened. Поэтому я обычно отношусь с уважением к этому отрицанию и в ответ говорю этим людям, что совершенно нормально чувствовать себя напуганными. And then I would say, really, the children and young people have a different view about their future than adults, parents. Также я объясняю, что у детей и подростков совершенно другое представление о своем будущем, чем у взрослых и у родителей. If the parents don't want to understand the children's perspective, you could say to the parents, I understand you don't want to agree, but can you respect that your children do feel this way? And it is different. Родителям я часто говорю о том, что вы можете не соглашаться, вам может быть страшно видеть такие переживания у своего ребенка, но можете ли вы признать тот факт, что ваш ребенок чувствует себя таким образом, и это уже немножко другая формулировка. I would say to the parents, you know, I'm not going to force you to believe, but I do want to respect your children's beliefs because this is important to them. Я говорю родителям, я понимаю, я не стремлюсь изменить ваши убеждения, но мне очень важно с уважением отнестись к убеждениям ваших детей, потому что для них это очень важно. Yeah, it's really difficult. And I think, you know, it's also about talking to children about how to talk to their parents about this in a way that the parents will be more likely to be able to hear them. Это действительно очень сложно. Часто я говорю с детьми о том, как им говорить со своими родителями для того, чтобы родители могли услышать, потому что для них это сложно. A few years ago, I sat with a group of children and young people before COVID, and I asked them, what do you need from education? What do you need from schools to help you prepare for the climate emergency? Несколько лет назад, еще до ковида, я сидела в комнате с группой детей и подростков и спросила, что вам нужно от системы образования, от ваших школ, чтобы вы в большей степени были готовы к климатическому кризису. I'm going to tell you what they said. Я сейчас скажу, что они мне ответили. They said, we do not need lessons in lakes and geography. We don't need this anymore. Они сказали, нам не нужны больше уроки географии, где нам рассказывают про озера и про то, что такое география. They said, we need lessons in how to build boats. Нам нужны уроки о том, как строить лодки. Which plants are safe to eat. Какие растения безопасно есть. How to grow vegetables. Как выращивать овощи. And then they said, we need lessons in how to have difficult conversations with our parents.
И также они ответили, нам нужны уроки, которые бы учили нас, как проводить такие сложные разговоры с нашими родителями. And how to lobby politicians. И как призывать политиков к действию. So they had this understanding that some of their education needed to be different to prepare them for the way the world is changing. Так что у них уже есть представление о том, что их образование должно быть другим, чтобы помогать им готовиться к тому, что предстоит, с чем предстоит столкнуться в будущем. And every generation sees its own difficulties and challenges differently from the previous generations. And what we really need is the previous generation to respect the understanding of the new generation. У каждого поколения свое представление о том, с какими трудностями им предстоит сталкиваться. И очень важно, чтобы предыдущие поколения с уважением относились к тому, какие вызовы видят перед собой представители нынешнего поколения. We also have this very good advice on the website for the Royal College of Psychiatrists. So you can ask for, we can get this translated, and then you can show them, you use the authority of the psychiatrists, saying this is our advice to parents. Кроме того, можно пользоваться авторитетом психиатров и переводить и показывать родителям те рекомендации, которые предоставляет Королевский колледж психиатров, какие советы дает родителям и опекунам. And they may say, oh, this is English, children, but gradually I think we've got to give people the information and slowly show them how to deal with this, Конечно, они могут в ответ сказать, что это всего лишь английские дети, у нас все не так, но постепенно важно предоставлять эту информацию, делать ее более доступной. Thank you. There's one last question which seems very important for the Russian audience, and maybe this would be the last one. What inner support, strength do you see for the people who have already awakened, but they feel as though they're a minority who seems like they are weird and too anxious from the point of view of the majority who are calm, which is very, very often what happens in Russia. It happens everywhere. Да, восприятие спокойным большинством пробужденного меньшинства не только в России, это происходит везде. It's happening everywhere. Yeah, you are the sane ones. You are the sane people. Вы... If you're anxious, you are not the crazy ones. Если вы беспокоитесь, то сумасшедший в этой ситуации вовсе не вы. Yeah. And it is uncomfortable because you do feel isolated. И это действительно неприятно, потому что можно чувствовать отчужденность от остальных людей. I believe that everybody on the planet has some eco-anxiety today. Я верю, что сейчас все на планете испытывают хотя бы до какой-то степени экотревожность. But some people are very good at pushing it here so they don't see it. It's out of sight. I'm not anxious. Oh no, nothing's happening. But they are anxious under the surface. Просто у некоторых людей получается отодвинуть эту тревогу куда-то назад, чтобы ее не замечать и говорить, нет, я не тревожусь. Но история в том, что эта тревога просто остается где-то глубоко внутри, незаметной. Yeah. So soon everybody will catch you up, I'm afraid, unless we take action. Поэтому остальные скоро вас догонят, боюсь, если мы не предпримем активных действий. You are on the right side of history. Вы точно на правильной стороне истории. It's not much comfort, I'm sorry. Я боюсь, что это небольшое утешение. But I spend the first session, two sessions, with everybody saying, you're not crazy. Но обычно первую сессию, то и первые две, работая с людьми с экотревожностью, я уделяю тому, чтобы напоминать, вы не сошли с ума, с вами все в порядке. Yeah.
So all we can do is find this community where we can have these conversations and not be alone with this and get this support. Поэтому то, что по-настоящему важно, это искать такие сообщества, в которых можно об этом говорить, в которых можно почувствовать себя нормальными и получить эту поддержку. Internally, I walk in the woods, I sit on a tree, I say, what a time to be alive, but, this is the struggle I've been given, so I'm not going to run away from this, I'm going to step into this, I'm going to say yes to this. Внутренне, когда я гуляю по лесу, сажусь на бревно и обдумываю происходящее, я думаю, и времена, в которые мы живем, конечно, это ужасно трудно, но это тот вызов, который я готова принять. Я говорю этому «да». And the more people I speak with, the more people I see, the more I feel better too. И чем с большим количеством людей я общаюсь, разговариваю, тем лучше я себя чувствую. So I worked with a group of parents for a year. Я в течение года работала с группой родителей. So we met every month, and it was all the women who came. The men stayed at home to put the children to bed. Мы разговаривали только с женщинами, мужчины оставались дома, чтобы укладывать детей спать. And we had cake, and we had tea, and they cried, and they laughed. Мы ели пироги, пили чай, они плакали, потом они смеялись. And they felt better. И чувствовали себя лучше. Yeah, we have to take action out there, but we also have to take care of ourselves through this. Нам очень важно производить необходимые действия там, но также нам очень важно заботиться о самих себе. And you have to also concentrate on preserving some joy, some beauty, some appreciate the joy and beauty of life as we have it today still. И крайне важно помнить о радости, о красоте жизни, давать себе возможность созерцать и ценить красоту и радость, которой наполнена жизнь. And come back to this idea of radical hope, radical courage. Возвращаясь к идее радикальной надежды, радикальной отваги. Which is a bit like saying, well, humanity may be going off a cliff. Мы можем в соответствии с этой точкой зрения сказать, может быть, человечество, конечно, и приближается к обрыву. But we're going down fighting. Но даже если мы сорвемся, борясь. Thank you. I suppose it's a good note to end our conversation today. So. There are comments in the chat saying thank you, and it was very informative, very useful, and very inspiring. Oh, thank you. I'm so pleased to come and talk with you tonight and have other people listening and ask questions. I'm so pleased to. So thank you. Я очень рада возможности прийти к вам сегодня. Я очень рада была пообщаться, рассказать вам об этом, обо всем. Для меня это было большое удовольствие. So how do I say good night in Russian? До свидания. До свидания. Yeah. Okay, we are offline.